Добрый день! Сейчас мы продолжим рассказ о конденсаторах и рассмотрим роль диэлектрика. Какую же роль играет диэлектрик? Наиболее рациональный способ увеличения емкости конденсатора – это помещение подходящего диэлектрика между его обкладками. Рассмотрим это подробнее. В нормальном состоянии валентные электроны любого диэлектрика вращаются вокруг атомного ядра по круговым орбитам. Последние показаны символически на рисунке 8.5а. При помещении диэлектрика в электрическое поле оно действует на вращающиеся электроны и деформирует их орбиты. В результате этого молекулы диэлектрика превращаются в диполи, то есть частицы, которые на своих противоположных концах заряжаются разноименно, как показано на рисунке 8.5b. Находящиеся внутри диэлектрика разноименные заряды взаимно нейтрализуются, а заряды на его двух противоположных сторонах остаются нескомпенсированными, то есть их можно рассматривать как фиктивные, то есть несвободные, связанные с веществом заряды, расположенные на поверхности диэлектрика, показано на рисунке 8.5в. Это явление называется поляризацией диэлектрика. Чем больше фиктивных зарядов образуется на поверхности диэлектрика, тем больше он поляризуется. На рисунке 8.6а показан заряженный конденсатор, между обкладками которого есть вакуум, то есть свободное пространство. Как уже нам известно, емкость такого конденсатора зависит от площади обкладок и расстояния между ними. Следует отметить, что здесь заряды на каждой из обкладок не расположены особо плотно друг к другу. Это получается, потому что расстояние между двумя обкладками довольно большое, и силы взаимного притяжения между зарядами не особенно велики. На рисунке 8.6b между электродами такого же заряженного конденсатора помещен диэлектрик. Вследствие возникшей поляризации фиктивные заряды на поверхности диэлектрика оказываются очень близко к зарядам на обкладках, и поэтому силы взаимного притяжения более значительны. Таким образом, заряды на обкладках скапливаются гуще и освобождают место для других зарядов, как показано на рисунке 8.6b, то есть емкость конденсатора увеличивается. Очевидно, чем сильнее поляризуется диэлектрик, тем значительнее увеличивается емкость конденсатора. В количественном отношении степень поляризации характеризуется величиной эпсилон, которая называется относительной диэлектрической проницаемостью вещества. Для различных диэлектриков эта величина различна. Например, для стекла эпсилон r равна от 3 до 12, для слюды эпсилон r равна от 6 до 8, а для воздуха эпсилон r равна единице и так далее. И эта величина дается в справочниках. Большинство наиболее применяемых диэлектриков имеют эпсилон r в пределах от единицы до 20. Существует, однако, особая группа веществ, называемых сигнетодиэлектриками, у которых поляризация чрезвычайно сильна, и эпсилон r достигает от 50 до 100 тысяч. Сигнетоэлектрики используются для изготовления миниатюрных конденсаторов, обладающих относительно большой емкостью. В заключение следует добавить, что диэлектрики, используемые для изготовления конденсаторов, должны обладать не только большим значением относительной диэлектрической проницаемости, но и удовлетворять следующим условиям. Первое. Иметь большую электрическую прочность, то есть тонкий слой диэлектрика должен выдерживать значительное напряжение, чтобы не наступил пробой. Второе. Иметь небольшие потери на высоких частотах. Когда между обкладками конденсатора действуют переменные напряжения, они вызывают циклическую переориентацию молекул диэлектрика,
что со своей стороны приводит к его нагреву, а это является излишней потерей энергии. Хорошие диэлектрики на высоких частотах нагреваются значительно слабо. Таковы, например, полистирол, специальная керамика и многие другие вещества. А сейчас мы рассмотрим емкость плоского конденсатора. Емкость плоского конденсатора равна C равно эпсилон нулевое умножить на эпсилон S и деленное на D, где эпсилон нулевое это электрическая постоянная в фарадах на метр, и она равна 8,85 умножить на 10 минус 12 степени. Эпсилон – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика. S – площадь одной из пластин в квадратных метрах. D – расстояние между обкладками в метрах. Подставив формулу вместо эпсилон нулевое ее числовое значение, получим C равно 8,85 умножить на 10 минус 12 умножить на эпсилон S и деленное на D. Рассмотрим пример. Найти емкость плоского конденсатора, если S равно 100 квадратных сантиметров, D равно 1 мм, а диэлектрик – вощеная бумага с эпсилон равным 4. Приводим величины к основным единицам и подставляем предыдущую формулу. И получаем C равно 8,85 умножить на 10 минус 12 умножить на эпсилон S, деленное на D, равно 8,85 умножить на 10 минус 12 умножить на 4 и умножить на 10 минус 2, деленное на 10 минус 3, и равно 354 умножить на 10 минус 12 степени фарада и равно 354 пикофарады. Учитывая вышесказанное, можно дать следующее физическое объяснение величины эпсилон. Относительная диэлектрическая проницаемость данного диэлектрика – это число, которое показывает, во сколько раз возрастет емкость данного плоского вакуумного конденсатора, если вместо вакуума использовать данный диэлектрик.